Меня зовут Ахмед. Официальное название – синдром Альбиса-Шенберга. Название по-другому остеопетроз, то есть избыток кальция, по сути дела. Здравствуйте, меня зовут Барият. В семье у нас двое детей с одним диагнозом. Диагноз сложный, малоизученный, остеопетроз рецессивный. Заболевание нас выявили, можно сказать, что сыну выявили, когда уже было ему 5 лет, а дочке где-то месяцев 6 было. Случайно сделали рентген-снимок, и на рентген-снимке показала слишком много кальция. Косточки были белые, не видно было трубчатых костей. И вот тогда, конечно, нас врачи очень шокировали этим диагнозом. Мы его не знали, вообще не слышали о таком диагнозе, что оно есть. Но врачи нам сказали, что он есть, что оно неизлечимо, надо поддерживать детей столько, сколько им пошлет Всевышний. Все, мы старались, держались. Все равно бегали по клиникам, бегали по библиотекам, искали подходящую литературу, но везде было вот то, что неизлечимо. Очень постоянно снижается гемоглобин. Нужно делать переливание крови, чтобы поддержать организм. Печень, поджелудочная, селезенка, все увеличенное, потому что костный мозг, кальций, когда укрепляется, костный мозг, кость растет внутрь, сдавливает костный мозг, не дает ему работать. И, естественно, не вырабатывается красные тельца, гемоглобин пониженный, и кальций может откладываться везде. В конечном итоге он получается, что все вот эти поры, которые есть в костях, они забиваются кальцинатами, и в конечном итоге получается, что она сдавливает нервное окончание, вызывает сильные боли. Это частые переломы, очень. У нас было более 20 переломов. Нам даже говорили детей на улицу не выводите, потому что это опасно. Любой стук – перелом. Потому что хоть и считается, что кости крепкие, но все равно кальций, он быстро ломается, хрупкий становится, именно как мрамор, поэтому он и называется мраморная болезнь. У всех почти мраморных детей с этим заболеванием проблемы со зрением. У нас врожденная глаукома 4-3 степени. Когда мы узнали о диагнозе, как земля уходит из-под ног, и ты, как будто твой мир рушится, ты попадаешь в другой мир. Там, где страдания, боль, там поиски врачей, поиски лечения, такое и каждый тебе говорит, пожимает плечами и говорит, мы ничего не можем сделать, это неизлечимо. Сыну моему говорили в 5 лет, что он будет умственно отсталый, что он не сможет ходить, что он не будет вообще неадекватный. Предлагали сдать вообще в детдом обоих детей. Как можно свое родное отдать и жить спокойно? Нет, это нельзя. Надо как-то попытаться им помочь. Им же нужна наша помощь. Почему? Потому что кроме нас-то у них никого нет. Если мы, родные люди, их бросим, то как дальше-то? Это получается отвернуться от родного человека? Нет. Потом, мы начали бегать, бегать что? Я в школу записала его, и все. Он очень хорошо все схватывал на лету. Все. Он закончил школу, закончил музыкальную школу. Потом нам сказали, после окончания поезжайте в Курск, там есть Курское музыкальное училище для слепых и слабовидящих. Мы поехали туда. Сначала поступил на фортепианное отделение, потом мне случился перелом ноги. Я потом перевелся с фортепианного отделения на отделение хорового дирижирования. За все время этой учебы я познакомился с ребятами. Кто-то из них полностью незрячий, кто-то частично незрячий, как я, например. Объединял их у нас всех общее, то есть любовь к музыке. Начинаю играть, и это поднимает мне настроение. Правда, играю только грустную. Просто всегда мне нравилась грустная музыка, не знаю почему.
У нас общество слепых, у нас инвалиды ездят на реабилитацию в Волоколамск, город Москва, и меня попросили отвезти инвалидов, сопроводить. Вот я Ахмедика сопровождала и была восхищена. Ахмедик всю дорогу слушал музыку. И пусть он хоть не обижается, мы его назвали Бетховен, потому что он слушал классику всю дорогу. И вот он поехал, я его отвезла в Волоколамск, оставила там, потом он приехал, с тех пор он в нашем обществе. И мы на самом деле, как мать и сын, я его очень люблю. Но я хотела бы пожелать вот таким детям, в виде Ахмеда, чтобы он всегда оставался таким, какой он есть. Он чистой души человек, у которого в душе нету грязи. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же земле, из-под небес по птичьи окликая, всех восково оставил на земле. Уже дети были взрослые. Случайно мы узнали, что делается трансплантация костного мозга в Израиле, после которого дети выздоравливают и уже забывают заболевания. Чтобы оставить вот только вот, трансплантация костного мозга, вот мне ее делали в 2017 году. Один раз в 2 года у меня точно перелом бывали до пересадки костного мозга. А вот после трансплантации я прошло уже больше 5 с лишним лет, за все это время переломов нет. Местные наши врачи, они как бы побаиваются после трансплантации какие-то препараты нам назначать. Мы едем в Москву, там мы наблюдаемся в эндокринологии. При том, что у нас кальция как бы повышено, он никуда не ушел, он так и остается, но нет ухудшения состояния. Это тоже огромный плюс, и в то же время препараты кальция нам надо пить. Вот в эндокринологии нам вот это стараются стабилизировать. Диагноз он не ушел, он есть, но нет ухудшения состояния. Это уже какой-то результат. Сестру зовут Патимат. У нее тот же заболевание, что и у меня, как синдром Альбиса Шенберга. Вот тот же, что Петр, что и у меня, и осложнено неврологией. Не ходит, не разговаривает, постоянно по ползком, по квартире. Если только так на коляске водить, сама не может ходить, к сожалению. Сыну сделали трансплантацию костного мозга, вот, а, к сожалению, дочке не смогли, потому что у нее очень многие органы повреждены, и трансплантация костного мозга делает нам только хуже, она ей не поможет. Когда ей было 5 месяцев, и нас уложили как неврологически больных в больницу. 1,5 месяца нам делали неврологическое лечение. После этого ей стало хуже. Она вообще лежала пластом, не двигалась, ничего, только вот глазки двигались. Вот. И вот на тот момент она затемпературила, ей сделали рентген, и вот тогда нам выявили. И вот нам доцент Бекшоков сказал, что вот это 1,5 месяца, которые делали лечение, его нельзя было делать при вот этом заболевании. И вот сейчас, на данный момент, только наблюдение. Что мы можем делать? Не ныть в первую очередь, не плакать и никогда не жалеть себя. Вот это я заметил. Нельзя жалеть. Даже вот многие родители, когда у вас рождается ребенок, в первую очередь мы жалеем себя, не ребенка. Вот это есть. Наши чувства, это чувствует ребенок. Даже если он не может говорить, он это чувствует. И наши эмоции, они передаются ему. Мы должны дать им надежду. Пусть будет ему последний день. Но ребенок должен чувствовать, что он рядом, что с ним кто-то есть.
Это когда мы проходили химиотерапию. Как-то мы там веселились, мы там пытались его поддержать. Нам профессор приходила и говорила: выйдите за двор, говорит, там наплачься, говорит, заходи в палату с улыбкой. Чтобы он чувствовал, что есть надежда. Понимаете? Поэтому не надо думать, что вот как мне плохо, вот как... то есть, наоборот, надо стараться. Солнышко вышло, ясный день, мы живем. И это радость. Поэтому надо бороться до последнего и надеяться на лучшее. Все будет хорошо, надо только надеяться.